стая гиен окружила двух осиротевших львят. Но посмотрите, кто пришел им на помощь. Дорогие зрители, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. Нам действительно интересно узнать ваш город. Приятного просмотра! Послеполуденное солнце залило бескрайние просторы африканской саванны, окрашивая травы в золото и наполняя все вокруг ощущением бесконечного света и тепла. Лика, фотограф, посвятившая жизнь съемке дикой природы, приехала сюда, чтобы запечатлеть подлинные, непостановочные мгновения из жизни животных, живые и настоящие. Ее сопровождал Кевин, опытный проводник, знавший каждую тропу, каждое укрытие и повадки зверей в этих местах. Они ехали в пикапе песочного цвета, плавно преодолевая кочки, время от времени останавливаясь, когда взгляд Лики цеплялся за что-то, что хотелось сохранить навсегда. Но внезапно издалека донесся тревожный звук, пронзительный, похожий на смех, вой гиен. Кевин насторожился, быстро поднес к глазам бинокль, и его лицо стало серьезным. Несколько секунд он молча вглядывался вдаль, а затем тихо произнес: «Это плохо». В его голосе звучала тревога. Перед ними, среди высоких трав, стая пятнистых гиен взяла в кольцо двух крошечных львят. Маленькие тельца дрожали, прижимаясь друг к другу, глаза блестели от страха и истощения. Лика сжала камеру, но палец не нажал на спуск, сердце не позволило превратить эту отчаянную сцену в очередной кадр. Кевин знал, что если позволить природе идти своим чередом, судьба детенышей предрешена. По правилам, рейнджеры не должны вмешиваться, чтобы сохранить естественный ход событий. Но он понимал, эти малыши слишком слабы, чтобы выжить. Лика встретилась с ним взглядом, потом перевела глаза на львят, и в груди все сжалось. Она не могла просто стоять и наблюдать. «Мы должны помочь им», — прошептала она, и в ее тихом голосе прозвучала непоколебимая решимость. Кевин посмотрел на нее, увидел в ее взгляде ту самую твердость, которая не нуждается в словах, глубоко вздохнул и кивнул. Он открыл багажник, достал сигнальные ракеты, сирену и защитное снаряжение. Лика схватила длинную палку от палатки, ее руки дрожали, но решимость не ослабевала. Перед ними расстилалось огромное поле, где вот-вот должна была развернуться битва не за добычу, а за жизнь. Они двинулись вперед медленно, но уверенно, не давая гиенам шанса сократить дистанцию. Горячий ветер гулял по равнине, поднимая пыль и напряжение. Кевин поднял руку и выстрелил в небо сигнальной ракетой. Громкий хлопок разорвал тишину, а красный свет озарил небо, заставив гиен отпрянуть. Некоторые отступили, но другие, рыча, остались на месте. Лика, не колеблясь, громко закричала и изо всех сил ударила палкой по земле, создавая резкий, пугающий звук. Вожак стаи поднял голову, его глаза блеснули в отблесках света. Он колебался, атаковать или отступить. Кевин выпустил вторую ракету, низко над землей, и грохот, сопровождаемый ослепительной вспышкой, прогремел, словно удар грома. Стая дрогнула, завыла, начала отступать, а затем бросилась прочь, скрываясь в высокой траве. Вожак рявкнул в последний раз, но, потеряв преимущество, тоже скрылся из виду. Тишина вернулась, нарушаемая лишь шелестом травы на ветру. Кевин задержался на месте, убедившись, что опасность миновала, и опустил ракетницу. Лика медленно подошла к львятам, стараясь не напугать их. Они все еще дрожали, но в их испуганных взглядах появился слабый проблеск надежды. Она опустилась на колени, тихо приговаривая успокаивающие слова. Кевин склонился рядом, внимательно осмотрел малышей. К счастью, серьезных ран не было, только сильное обезвоживание и истощение.
Лика достала бутылку с водой, налила немного в крышечку и поднесла ко рту одного из детенышей. Тот жадно слезал каждую каплю. Второй львенок последовал его примеру. Лика положила ладонь на клетку, куда они осторожно поместили львят, и почувствовала, как их дыхание становится ровнее. Кевин наблюдал молча, а потом тихо сказал: «Если бы мы приехали на несколько минут позже, все было бы кончено». Лика не ответила, но ее глаза наполнились тихой радостью. В ней жила уверенность, что даже в дикой природе есть место для сострадания. Прошло несколько минут. Львята начали двигаться активнее, поднимали головы, выглядывали наружу, будто чувствуя, что скоро вернутся домой. Кевин завел машину, и пикап медленно покатил по равнине в направлении, где часто видели львиный прайд. Колеса шуршали по траве, и этот ритмичный звук успокаивал обоих. Лика то и дело оборачивалась, следя за клеткой, но малыши лежали рядом, их широко раскрытые глаза отражали ожидание. Дорога тянулась через жаркие километры, пока вдали, под сенью раскидистой акации, не показался львиный прайд, мирно отдыхавший после охоты. Кевин остановил машину. Все вокруг дышало спокойствием, и контраст с недавней схваткой был разительным. Сердце Лики забилось чаще, момент воссоединения был близок. Они осторожно поставили клетку на землю, оставили безопасное расстояние, медленно открыли дверцу и вернулись в машину, чтобы наблюдать издалека. Два львенка выбежали наружу, издавая тихие, хриплые, но полные жизни звуки. В пройды поднялась львица, насторожилась, прислушалась и через мгновение рванула вперед. Она мчалась прямо к ним, и в ее глазах светилось узнавание. Подбежав, она наклонилась, стала облизывать каждого, прижимать к себе, словно боясь снова потерять. Малыши прижались к ее груди, дрожа от облегчения, издавая слабые звуки радости. Остальные львы поднялись, подошли ближе, окружили их, создав живое кольцо защиты. Лика опустила камеру на сиденье. Некоторые мгновения нельзя просто снять, их нужно пережить. Кевин посмотрел на нее и тихо сказал: «Сегодня мы сделали не то, что было прописано в правилах, а то, что было по-человечески правильно». Пикап медленно тронулся с места, оставляя позади золотистую равнину, где под мягким светом заходящего солнца львиная семья снова обрела друг друга, а саванна наполнилась теплым дыханием жизни и надежды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпиской на наш канал. До новых встреч!